39 лет прошло со дня Чернобыльской катастрофы. Казалось бы, за такой срок информация о ней должна быть хорошо известна, а события тех дней должны быть хорошо разобраны. Но на самом деле в этой истории до сих пор остается множество белых пятен. Много информации не была собрана корректно, и более того, много информации просто никогда не была опубликована. В результате породилось огромное количество мифов, слухов, искаженной информации, а порой даже и ложной, впоследствии приправленной сериалами, играми и прочими продуктами масс-культуры. Среди прочего, не были опубликованы полностью и сообщения системы «Скала». Это вычислительный комплекс, который контролировал и управлял реактором. А в интернете можно найти видео, где показан якобы экран, на который вводились эти сообщения. Но на самом деле не только записи этого экрана никогда не существовало, но и самого экрана тоже никогда не существовало. Наш музей «Подземная Москва» не про атомные электростанции. Мы собираем, восстанавливаем и показываем людям старое оборудование. Но так получилось, что в нашей коллекции появилось такое же оборудование, как стояло на Чернобыльской атомной электростанции. Мы ни в коем случае не претендуем на звание специалистов по Чернобыльской катастрофе, но мы решили разобраться и изучить одну конкретную крупицу информации о тех событиях. Мы покажем часы «Воронеж». Такие часы специально разработали для объектов энергетики. И именно на такие часы смотрели операторы аварийного реактора в ту роковую ночь. Эти часы не были автономными. Сигналы времени они получали с первичных часов ПЧЦ-1. Их мы тоже покажем. Но самое главное, мы покажем то устройство, на которое выводились сообщения системы «Скала». Это телеграфный аппарат, он же телетайп РТА-80. В те годы сообщения с электронно-вычислительных машин зачастую выводились на подобные аппараты. Никакого экрана у РТА-80 нет, сообщения печатались на бумаге. Мы нашли, восстановили и запустили все это оборудование. Мы сделали устройство, которое получает сигналы точного времени с первичных часов и выдает необходимые коды на телетайп. Мы изучили сотни книг, публикаций, статей и фотографий для того, чтобы максимально достоверно воспроизвести и показать вам, какие сообщения выдавала «Скала».